Россия внезапно закрыла границы со странами НАТО. Решение правительства. Москва готовит заявление. Штурм Киева. Наступление на столицу. Путин приказал занять центр Украины. Официальное заявление Генштаба. Украина вводит экстренные меры. Заявление о тяжелой ситуации. Зеленского обвинили в попытке убийства. Громкое обвинение и детали расследования. Как тихая гавань для миллиардеров стала целью войны. Завершить войну. Путина и Зеленского призвали остановить боевые действия. Россияне массово ищут ответ на вопрос, когда закончится СВО. Детали. Удар России по США. Америка объявила охоту на россиян. Вознаграждение в $10 миллионов. Какие условия? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 1 июля уже на календаре. Спасибо вам за поддержку и давайте начнем. Россия экстренно закрыла границы. Правительство РФ вводит полные запреты на кордоне с 3 странами. Ограничения вводятся на погранпереходах с Латвией, Финляндией и Эстонией. И, как следует из распоряжения, закрыты КПП с Финляндией на Финляндском, Выборг и Светлогорск в Ленобласти, Вяртселя и Люття в Карелии, погранпереход с Эстонией в Печорах и граница с Латвией в Пыталово в Псковской области. При этом причины такого решения не указываются. С 1 июля, следуя данным документам, под запретом движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу РФ. МИД страны готовит обращение к 3 странам. Еще одна страна ЕС, граничащая с Россией, поднимает вопрос о размещении ядерного оружия. Предложение звучит из Литвы. Накануне там выбрали нового премьера. Главой правительства стал лидер социал-демократов Миндаугас Синкевичус. Буквально за несколько часов до своего назначения Синкевичус предложил отменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия и оружия массового поражения на территории страны. Политически корректнее просто убрать эту статью из основного закона. У соседей Литвы в конституциях об этом вообще ничего нет, заявил он. Сейчас литовская конституция запрещает ядерное оружие и иностранные военные базы. И напомню, ранее в июне запрет на транзит и хранение ядерного оружия отменила Финляндия. Необходимо оценить все последствия, и здесь нам, вероятно, должен помочь и подсказать Департамент государственной безопасности, а также другие ведомства. Реакция в любом случае последует, мы это понимаем, и я надеюсь, что она будет адекватной. Путин приказал захватить Киев. Наступление на украинскую столицу и штурм города – это один из вариантов, который прорабатывает Генштаб ВС РФ. Приказ отдан. Именно такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу ТСН. Одна из задач для российских военных – это удар с территории Беларуси с целью захвата украинской столицы и других территорий. При этом, по словам Сырского, сейчас он не считает этот сценарий наиболее вероятным. Однако Киев, подчеркнул он, обязан готовиться даже к самым неблагоприятным вариантам развития событий. Послушайте. Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому генеральному штабу просчитать разные варианты ведения наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий. И российский генштаб просчитал несколько вариантов действий. Насколько они реалистичны с учетом последних событий, я не думаю, что руководство Беларуси решится на то, чтобы использовать собственную территорию и предоставить ее агрессору в качестве плацдарма для проведения наступательной операции. Более реальной угрозой Сырский назвал возможное наступление с территории России из Брянской области в направлении Черниговской области. По его оценке, задача такой операции уже не штурм Киева, а попытка растянуть фронт, заставить Украину перебросить резервы с наиболее важных участков и ослабить давление на основные направления боевых действий. Отдельно Сырский прокомментировал ситуацию с ретрансляторами на территории Беларуси, которые, по словам украинской стороны, используются для наведения российских беспилотников. И он сообщил, что они еще не демонтированы, однако после недавнего включения одного из ретрансляторов выразил уверенность, что больше их использовать не будут. На вопрос «почему?» главком ответил уклончиво: «Я не могу вам все рассказать».
В целом, главком описал ситуацию на фронте как тяжелую, Россия сохраняет численное преимущество и продолжает стратегическое наступление. Однако украинское командование уже фиксирует признаки истощения российских сил. И по словам Сырского, удары по логистике, мостам, складам и объектам ВПК начинают приносить результат. Наступательная активность российской армии снизилась примерно на треть, говорит он. Вместе с тем он подчеркнул, что говорить о переломе войны пока преждевременно. Когда закончится война, россияне стали рекордно часто искать в сети информацию об окончании СВО на фоне дефицита топлива и ударов беспилотников. Зафиксирован исторический максимум поисковых запросов о сроках завершения военных действий. По данным сервиса Яндекс.Вордстат, который проанализировал проект «Можем объяснить», только за неделю с 22 по 28 июня пользователи отправили более 137 тысяч запросов со словами «Когда закончится СВО?». Этот вопрос и этот всплеск совпал с масштабными атаками беспилотников и развивающимся в стране бензиновым кризисом. Предыдущий пик интереса к этой теме наблюдался в середине мая, когда столичный регион подвергся одному из самых мощных на тот момент налетов БПЛА. Издание также пишет, что выросли и другие показатели поисковика. Например, за последние 1,5 года жители столичного региона стали проверять информацию о беспилотниках почти в 5 раз чаще. Статистика запросов БПЛА подскочила со 130-160 тысяч в начале 2025 года до 785 тысяч поисков в мае 2026 года. Одновременно растет число запросов о бомбоубежищах, в частности в столичном регионе, заметил МО. По данным Яндекс.Вордстат, для Москвы и Подмосковья в мае 2026 года запрос «бомбоубежище» искали 33,7 тысяч раз. В январе 2025 года таких запросов было 10,5 тысяч, а в феврале – 9 тысяч. Таким образом, за 1,5 года интерес к теме вырос более чем втрое. О том, что россияне хотят завершения войны, внезапно заявил и глава Сбербанка Герман Греф. На годовом собрании акционеров он подчеркнул, что в стране вряд ли найдется человек с какими-либо иными тревогами. И в ходе мероприятия банкир также дал совет, как справляться с текущим стрессом и депрессией. По мнению Грефа, для снижения тревожности россиянам нужно меньше пытаться прогнозировать будущее и учиться получать удовольствие от настоящего. Что волнует, думаю, нас всех, волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно, сказал Греф. Напомню, накануне Китай выступил с официальным призывом к немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Пекин обратился к Зеленскому и Путину и настоятельно призвал продемонстрировать реальную политическую волю для завершения затянувшегося конфликта. Украина вводит экстренные меры. С сегодняшнего дня по всей стране вводятся жесткие ограничения потребления электроэнергии. Новый летний блэкаут. Как сообщает Укрэнерго, с 17:00 до 22:00 будут действовать графики отключений света для промышленности, бизнеса и отключения для всех украинцев. Причина этих ограничений – скачок энергопотребления из-за аномальной жары. Энергосистема Украины, и так серьезно разрушенная постоянными российскими ударами, не выдерживает нагрузки. Безопасная гавань для миллиардеров на Лазурном берегу перестала быть на 100% изолированной от криминально-политических войн. Так, о взрыве в Монако, целью которого был украинский олигарх Вадим Ермолаев, пишет западная пресса. При этом Зеленского обвинили в покушении на подсанкционного миллиардера. Событие мгновенно стало инструментом для жестких политических заявлений. Французские ультраправые политики наносят удар по Банковой. Они синхронно обвинили Киев и СБУ в совершении взрыва. Сначала мэр города Фрежюс Давид Рашлин, представитель партии Марин Ле Пен, заявил, что за взрывом стоит киевский режим, мстящий олигарху за отказ подчиняться. Далее цитата. Не вышел ли киевский режим из-под контроля, совершая подобные нападения на граждан, отказывающихся подчиняться его приказам? Затем его коллега по праворадикальному флангу, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пошел еще дальше, прямо назвав инцидент терактом, заказанным лично Зеленским. Как можно принимать украинские войска на Елисейских полях 14 июля? Как можно продолжать поставлять оружие и выписывать чеки на миллиарды евро такому режиму? Хватит.
Отмечу, что ни первый, ни второй в своих публикациях не представили никаких доказательств, кроме того, что Ермолаев попал под санкции во время президентства Зеленского. Официальное следствие Монако и Франции расследует инцидент как покушение на убийство. Издание «Le Figaro» вечером 30 июня вышло с резонансным материалом под заголовком, цитирую, «Олигарх получил предупреждение, подозреваемый все еще в бегах. В Монако следователи склоняются к украинскому следу». Конец цитаты. В материале упоминаются украинские спецслужбы. При этом украинские медиа акцентируют внимание, что покушение на Ермолаева могло быть связано с деятельностью сети нелегальных мошеннических колл-центров. Сын Ермолаева, Артур, в апреле 2026 года был признан судом в Эстонии виновным в создании и руководстве преступным сообществом, специализирующимся на телефонном мошенничестве. США объявили охоту на россиян. Вознаграждение $10 миллионов. Госдепартамент США пообещал эту крупную сумму за информацию о хакерах из группировок UNC 5792 и UNC 4221, которых связывают с пограничной службой ФСБ и российской военной разведкой. По данным американских спецслужб, взломщиков ищут из-за удара России по США. В частности, взломщики развернули масштабную кампанию по перехвату контроля над аккаунтами в популярных мессенджерах Signal и WhatsApp. Жертвами кибератак уже стали тысячи человек, среди которых американские чиновники, дипломаты стран НАТО, военные, а также журналисты и сотрудники фондов помощи Украине. Вместо сложных технических вирусов киберпреступники использовали обычный обман. Они рассылали фальшивые приглашения в чаты и выманивали коды доступа. В результате хакеры тайно привязывали свои устройства к чужим профилям, читали секретную переписку и от имени жертв обманывали их коллег, говорится на сайте программы «Награда за правосудие» от Госдепа США. Теперь власти США собирают любые данные об этих людях, включая их настоящие имена, адреса, банковские счета и адреса криптовалютных кошельков, и готовы заплатить 10 миллионов тем, кто выведет на след группировки. Скандал на новом уровне. Мобилизованный отец-одиночка в Украине уже в воинской части. Жителя Кривого Рога, который один воспитывает 5-летнюю девочку, от которой фактически отказалась мать, призвали в ВСУ законно. Об этом накануне заявили в Днепропетровском областном ТЦК. При этом в военкомате объясняют, мобилизованный вовремя не оформил отсрочку по уходу за ребенком и проигнорировал повестку. Лишь 19 июня 2026 года, уверяют в ТЦК, он подал заявление на отсрочку, приложив решение суда о разводе и все необходимые документы, подтверждающие, что дочка находится на его иждивении. Сотрудники облвоенкомата проверили все справки и выяснилось, что в официальной версии судебного решения отсутствует пункт об иждивении ребенка. И именно это, по версии военкомата, поставило под сомнение право мужчины на отсрочку. Подчеркиваем, что сам по себе факт расторжения брака между мужем и женой не означает, что военнообязанный самостоятельно воспитывает общего с бывшей супругой несовершеннолетнего ребенка. То есть мать, так же как и отец, может и обязана участвовать в воспитании их общего ребенка. По данным издания «Свои», дочь мобилизованного сейчас живет у дедушки по отцовской линии. И, напомню, на момент мобилизации ребенок находился в детском саду и фактически остался без родительского присмотра. По словам директора детсада, именно отец полностью заботился о девочке. Тем временем украинский омбудсмен Лубенец поручил своему представителю в Днепропетровской области выяснить все обстоятельства этой ситуации. Орденопад продолжается. На смену Орлу пришел Лев. С Зеленского решили снять еще один орден. На этот раз Чехия. Правопопулистская партия «Свобода» и «Прямая демократия» пошла по стопам Польши. Президента Украины необходимо лишить высшей государственной награды Чехии ордена Белого Льва. Об этом заявил депутат СДПГ Индрижих Райхл. В Праге отмечают, что солидарны по этому вопросу с Варшавой и заявили, что во время фашистской оккупации Чехословакия пережила жесточайший нацистский террор и массовые репрессии. Это крайне неуважительно, говорит Райхл, чтобы орден, носящий имя человека, всю жизнь боровшегося против фашизма, имеется в виду первый президент Чехословакии Масарик, носил тот, кто, напротив, как минимум оправдывает фашизм, говорится в этом заявлении. И партия собирается продавить вопрос через правительственную коалицию, чтобы Палата депутатов предложила президенту Петру Павелу отозвать орден.
Зеленский получил орден Белого Льва в октябре 2022 года от Милоша Земана, который тогда был президентом Чехии. Главной причиной награждения он тогда назвал мужество украинского президента, поскольку он отказался от эвакуации из Киева в начале российского вторжения. Мы не можем молчать, когда высшую государственную награду нашей страны носит человек, который называет воинские подразделения в честь нацистов, в честь нацистских чудовищ. И хочу напомнить, что подразделения УПА убивали граждан Чехословакии вплоть до 1947 года, когда чехословацкая армия окончательно разгромила их в ходе так называемой операции «Б». НАТО стягивает силы к границам России. В эстонском городе Валга на границе с Латвией открылся новый командный центр Альянса, созданный для сдерживания России. Валга считается ключевым транспортно-логистическим узлом Балтии. Основой нового штаба стал первый немецко-нидерландский армейский корпус. Его задача – координировать оборону Балтийского региона в случае наихудшего сценария. И сейчас в составе корпуса около 400 военнослужащих. Однако при необходимости НАТО обещает быстро развернуть здесь группировку численностью от 40 до 60 тысяч солдат. Сдерживание строится не словами, а сапогами в грязи, заявил командующий сухопутными войсками НАТО в Европе генерал Донахью. На церемонии также присутствовал глава Минобороны Германии Писториус, и он назвал открытие штаба мощной демонстрацией готовности Альянса защищать каждый сантиметр территории союзников. Сегодня великий день для Альянса. Это важная веха для НАТО, поскольку мы воплощаем в жизнь наше обязательство защищать каждый сантиметр территории НАТО. Это выполнение обещания, данного более чем 1 миллиарду граждан этого великого Альянса. Атака дрона в США. Под удар попал огромный гражданский авиалайнер с пассажирами на борту. Самолет Airbus A321, заходивший на посадку в Нью-Йоркском аэропорту, столкнулся с беспилотником прямо в воздухе. По словам пилота, дрон врезался в носовую часть самолета над кабиной экипажа на высоте около 900 метров. И несмотря на инцидент, Airbus, выполнявший рейс из Лас-Вегаса, благополучно приземлился. В авиакомпании заявили, что после осмотра судна повреждений или следов столкновения не обнаружили. Все пассажиры покинули самолет в штатном режиме. Федеральная авиаадминистрация начала расследование, и выясняется, кто запустил беспилотник. Это уже второй подобный случай за несколько последних дней. Ранее пилот United Airlines сообщил, что едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку в другом аэропорту Штатов. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. В других выпусках также много ответов на вопросы и событий. Переходите, пожалуйста, на этот канал и смотрите. До встречи уже завтра.